Доброе утро, Стоп Гейм! Вы смотрите Инфакт. Всего через несколько дней стартует новая игра в сеттинге Троецарствия серии Dynasty Warriors с подзаголовком Origins. За рубежом игру уже успели расхвалить представители прессы. Dynasty Warriors Origins — это триумфальное возвращение для фанатов франшизы и отличная точка входа в нее для неофитов. Широкий выбор оружия и способностей, приятная боевка, высокий уровень реиграбельности, балдежный саундтрек, четкое ощущение прогрессии твоего персонажа и чуть ли не самые масштабные сражения за всю историю видеоигр. Я так понимаю, в последнем тейке подразумевается именно жанр экшенов. Это из плюсов, а вот из недостатков выделяют проблемы с производительностью, плохую игру актеров в заставках, репетативность и затянутость геймплея и хреновый сюжет. Хотя насчет последнего мнения разделились. Вот одни говорят, что история скучная и полна пустых диалогов, а кому-то она показалась глубокой. Но средние 80 баллов на Метакритике и 81% рекомендаций говорят о том, что в целом тайтл вполне себе удался. Особенно он понравится тем, кто уже знаком с серией, которая в Origins получила новый виток развития. Мы же погрузиться в новую Dynasty Warriors сможем 17 января на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Но учтите, русского языка в игре нет. Дизайнер квестов Starfield и Fallout 4 Уилл Шен высказал мнение, что масштабные игры начали себя изживать. Огромные проекты, в частности RPG вроде Skyrim, в свое время сделали модными бесконечные приключения. Вот только тренд пошел на спад, и сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда игроки начинают уставать от игр, требующих от 30 часов на прохождение и больше. Просто потому, что у нас и так уже таких проектов накопилось много, и добавлять к этому списку новые, играть-то во все это когда? А вот маленькие проекты, говорит Шен, наоборот становятся все более популярными. Взять, к примеру, Mouthwashing, которую можно пробежать всего за 3 часа. Такая короткая продолжительность повышает активность сообщества, так как куда больше людей видели игру от начала и до конца. А вы как считаете, может действительно пора бы уже вернуться к более коротким, но насыщенным играм? Если верить слухам, Nintendo вот-вот должна представить Switch 2. А если верить инсайдеру Nate the Hate, то долгожданная презентация состоится уже послезавтра, 16 января. По словам источников, Nintendo планирует анонс в 2 этапа, как это было с оригинальной Switch. В означенную дату будет показана непосредственно консоль, а когда-то позже нам покажут и стартовую линейку игр. Журналисты издания VGC поспрашивали своих шпионов и отметили, что так-то инфа сходится, особенно по части сроков выхода консоли. И те, и другие отмечают, что релиза стоит ожидать в мае-июне 2025. Джонатан Роджерс, гейм-директор Path of Exile 2, рассказал о ближайшем патче 0.1.1, который должен навернуть на популярный диаблоид ворох улучшений. Grinding Gear Games активно следит за отзывами игроков и использует полученные знания в разработке полноценной версии. В первую очередь, работа ведется над элементами, которые улучшить проще всего, а более глобальные штуки будут вводить со временем. Ближайший патч введет изменения в баланс на высокоуровневых картах. Это коснется количества монстров, сундуков, артефактов и прочего. Карты с башнями станут более разнообразными, станет и больше карт с боссами, появится возможность замены рун в ячейках снаряжения, уменьшится время загрузки карты мира и атласа, улучшат визуальные эффекты для читаемости поля боя, а также переработают свойства части высокоуровневых предметов, монстров и боссов. Path of Exile 2 доступна в раннем доступе на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, а полноценный релиз ждем в течение года. В сеть утекла прошлогодняя бета-версия Titan Quest 2. Этот ранний билд предназначался для внутреннего тестирования и не включает какие-либо многопользовательские элементы. Как только игроки обнаружили в интернетах сборку, тут же повылезали ролики с демонстрацией геймплея. Разработчики ситуацию никак не прокомментировали. Официально игра станет доступна до конца зимы, когда Titan Quest 2 появится в раннем доступе. Точная дата до сих пор неизвестна.
Команда Team Jade представила свои планы на будущие сезоны в фри-то-плейном шутере Delta Force. В 2025-м игроков ждут 4 сезона, каждый со своей тематикой. К примеру, второй сезон будет сосредоточен на ночных схватках, а третий предложит карту с побегом из тюрьмы. В четвертом же бойцов перенесут в локацию с полноценными боевыми действиями и землетрясениями, которые подарят ощущение небывалой грандиозности. А еще в третьем сезоне улучшат разрушаемость окружения. 20 января стартует сезон «Звездопад», включающий кооперативную кампанию «Черный ястреб», карты «Лезвие ножа» и «Авария на путях», пару расширенных карт из существующего пула, мини-режимы «Захват флага» и «Горячая зона», новое оружие и другое. В горячей зоне 3 команды по 3 человека схлестнутся на PvP-арене, а выиграет из них та, что первый наберет 3 победных очка. Появится новый оперативник, а также возможность с разбега плюхаться за укрытие. Что до мобильной версии Delta Force, ее перенесли на лето 2025. Сейчас игра доступна в Steam и EGS, позже выпустят версии для PlayStation и Xbox. В одном из предыдущих выпусков была новость об анонсе нескольких игровых экранизаций. Среди них был упомянутый фильм по Helldivers 2. Фанаты могут сбавить градус беспокойства насчет сохранения в кино духа игры, ведь к производству были привлечены сами разработчики из студии Arrowhead. Как именно они будут взаимодействовать с киношниками, не уточняется. Вероятно, авторы Helldivers 2 выступят в качестве консультантов по вопросам именно игровым, но как там будет на самом деле, посмотрим. Знать бы еще, когда мы на это посмотрим. Сроков выхода у кинца пока нет. И с новостями у меня все. По традиции призываю вас заглянуть на сайт stopgame.ru и ознакомиться со свежими материалами. Алексей Лихачев выкатил статью, в которой игровые разработчики пытаются ответить на вопрос, как исцелить игровую индустрию. Приятного ознакомления и хорошего вам дня!